Всем привет! В прошлом выпуске мы закончили цикл серии персидской кухни. В этом выпуске мы покажем кухню современной Месопотамии, кухню Ирака. Месопотамская кухня имеет долгую историю, уходящую на 10 тысяч лет назад к шумерам, вавилонянам, ассирийцам и древним персам. Древний Ирак был домом для высокоразвитой цивилизации во всех областях знаний, в том числе и области кулинарного искусства. При раскопках археологами было найдено более 800 древних рецептов различных блюд и напитков, описанных на скрижалях. Туда включено 20 различных видов сыра, более 100 видов супов, 300 видов хлеба и множество других блюд. В Ираке очень много растительной пищи. Овощи, баклажаны, помидоры, репа, фасоль, лук-шалот, бамия, лук, крес, картофель, капуста, кабачки, шпинат, салат латук, лук-порей, артишоки, чеснок, перец, чили. Зерновые культуры. Рис, чаще всего длиннозерный, булгур, пшеница, ячмень. Бобовые. Чечевица, горох, зеленые бобы. Фрукты. Оливки, финики, изюм, абрикосы, сливы, инжир, виноград, дыни, гранаты, яблоки, вишня, айва, апельсины, лимон, лайм. Орехи и семена. Кунжут, фисташки, миндаль, грецкие орехи, фундук и кедровые орехи. Популярные специи иракской кухни. Корица, кардамон, кориандр, пажитник, тмин, орегано, мята, эстрагон, тимьян, шафран, кассия, укроп, куркума, бахарат, сумах и заатар. Также важную роль в иракской кухне играют оливковое масло, кунжутное масло, тамаринд, тахини, мед, финиковый сироп, йогурт и розовая вода. Стоит отметить интересные соусы и приправы. Амба или анба – острая приправа из маринованных зеленых манго с добавлением уксуса, соли, куркумы, перца чили и пажитника. Мухаммара. Сирийский соус из острого перца, популярный в иракской кухне. Джалаб. Популярный на Ближнем Востоке сироп из фиников, виноградной патоки и розовой воды. Дибис. Густой, очень сладкий сироп из фиников. Баранина является самым популярным видом мяса. Также популярны курица, говядина, козлятина и рыбные блюда. Теперь перейдем к самим блюдам. Кабаб. Традиционное блюдо иракской кухни из мяса, маринованного с чесноком, иногда с помидорами, лимоном и специями. Тоненькую котлетку лепят руками и жарят на раскаленном масле. Кушают с салатом и хлебом. В специальных точках на рынках кабаб жарят на огне, как шашлык. Котлетки делают длинными и толще, они получаются темного цвета. Домашний же кабаб светлый и жарится в масле. Гаус. Иракское название шаурмы. Представляет собой мясо, приготовленное на вертеле, которое затем срезают и заворачивают в лаваш или питу. Бамиех. Рагу из баранины, бамии и помидоров. Кузи. Популярное арабское блюдо из баранины и риса. Мясо сначала отваривают, вытаскивают, затем в мясном бульоне варят горох и закладывают рис, который варят до готовности. Параллельно с этим слегка обжаривают орехи с изюмом и лапшу-паутинку. Затем рис выкладывают на большое блюдо, и на него сверху кладут остальные ингредиенты. Есть и другой рецепт этого блюда. Отличие его в том, что бараний окорок маринуют специями и запекают. Вкус хорошо сохраняется, поскольку мясо запекается в собственном соку. Кубах-мосул. Иракская разновидность кибеха. Мясных котлет из фарша с булгуром. В Ираке их принято делать в виде круглых плоских лепешек. Мазгуф. Национальное иракское блюдо. Мазгуф представляет собой приготовленную на гриле пресновидную рыбу, чаще всего карпа,
замаринованную с оливковым маслом, солью, перцем и тамариндом. Интересно, что решетка с рыбой становится возле огня, а не над огнем, как мы привыкли. Это блюдо особо популярно в Багдаде, столице Ирака. Там готовят мазгуф во многих заведениях, расположенных на берегу реки Тигр. Также это блюдо популярно и по всей стране, по берегам рек Тигр и Ефрат. Маклоба. Блюдо из риса, баранины, помидоров и баклажанов. Овощи выкладываются слоями, сверху засыпается рис, затем кастрюлю переворачивают на поднос и овощи оказываются наверху. Название блюда переводится как «перевертыш». Махши. Фаршированные овощи в арабском стиле. Чаще всего используются цукини, перцы, баклажаны. Долма. Это фаршированные виноградные листы. Долма только из виноградных листьев, наверное, известна многим. Но иракская долма довольно сильно отличается. Для начинки используются такие емкости, как лист винограда, лук, картошка, помидор и перец. В них плотно забивают сырой рис с мелко порубленными мясом, обычно баранина, томатной пастой и специями. Сарма. Блюдо из капустных листьев или листьев мангольда, в которые завертывается начинка. В качестве начинки обычно выступают булгур или рис с мясным фаршем. Хареса. Однородная каша из измельченной пшеницы с курицей. Фесенджан. Мясо, чаще всего курица или утка, тушеное в густом соусе из гранатового сиропа с молотыми грецкими орехами. Иранское блюдо, популярное в Ираке. Маград байтинеджан. Кусочки обжаренных баклажанов с помидорами и часто с кусочками мяса. Тепси байтинеджан. Иракская запеканка из баклажанов, которые нарезают кусочками и обжаривают с кусочками мяса или фрикадельками, помидорами, луком и чесноком. Поверх этой смеси выкладывают ломтики картофеля и запекают в духовке. Кима. Блюдо из мясного фарша, тушеного с помидорами и нутом. Подается с рисом. Традиционно кима готовится во время ежегодных поминовений Ашура на юге Ирака. Бирьяни. Разновидность блюд из риса, обычно басмати, приготовленного с мясом и овощами. Фаляфель. Жареные во фритюре шарики из горохового теста. Для теста перемалывается горох, который предварительно размочился в воде. В него добавляются специи и сода для пышности. Затем с помощью специального приспособления делаются маленькие пончики, которые жарят в кастрюле с раскаленным маслом. Чтобы съесть фаляфель, в Ираке обычно делают из него бургер. Разрезают лепешку, кладут в нее салат из овощей, несколько шариков фаляфеля и специальный для этого блюда манговый соус амба. Муджаддара. Рис или пшеница, смешанные с вареной чечевицей, посыпанные жареным луком. Табит. Курица, фаршированная рисом с курагой, изюмом и кардамоном. Это далеко не все блюда современной Месопотамии. В следующем выпуске мы покажем сыры, выпечку и многое другое. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные блюда. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует.